Мультфильм про Карлсона, который живет на крыше, познакомил всех нас не только с в меру упитанным мужчиной в самом расцвете сил, но еще и позволил миллионам зрителей послушать отличную музыку. Музыку к двум фильмам «Малыш и Карлсон» 1968 года и «Карлсон вернулся» 1970 написал Геннадий Игоревич Гладков, известный советский и российский композитор. К сожалению, в конце жизни, а умер он совсем недавно, в 2023 году в возрасте 88 лет. Он, как и многие представители старшего поколения эпохи Путина, являлся активным сторонником вторжения России в Украину, верил в бандеровцев и даже, как пишут в интернете, мечтал отправиться на фронт. Но, возможно, это можно списать на старческие маразматические проявления. И запомнился он уж точно не только этим. Фу, как некультурно. Геннадий Гладков писал музыку для таких фильмов и мультфильмов, как «12 стульев», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «Человек с бульвара Капуцинов», «Джентльмены удачи», «Голубой щенок», «38 попугаев», «Как львенок и черепаха пели песню». Большую популярность ему принес мультфильм «Бременские музыканты», ставший визитной карточкой композитора. Также он участвовал в написании музыки к фильму «Бременские музыканты» 2024 года совместно с Максимом Фадеевым и Юрием Эндиным. Ты что, с ума сошел? Не будем об этом говорить. В общей сложности Геннадий Гладков создал музыку к более чем 100 художественным и анимационным картинам, а также к фильмам-спектаклям. Помимо музыки к кинофильмам и спектаклям, он писал и классические произведения. Среди его сочинений опера «Старший сын», балеты «Вий» и «Возвращение Одиссея», камерная и хоровая музыка. Им также написаны оперетты «Желтый дьявол», «Собака на сене», а также 30 мюзиклов. Коллеги и поклонники Гладкова признавались, что его музыка особенная, со своим стилем и хорошо запоминающимся мотивом. И о секрете своих хитов он как-то сказал следующее, цитирую. «Ведь, как ни странно, хорошая мелодия не может быть ни на что не похожа, ибо если она ни на что не похожа, ее просто никто не узнает. Очень важен индивидуальный талант автора, как он все повернет. Вообще хороший композитор всегда умеет совмещать собственный профессионализм, грубо говоря, консерваторское образование, с той жизнью, которой живут обычные люди. Он не имеет права быть снобом, должен слышать, чувствовать и понимать ту музыку, которая несется из окон и звучит на танцплощадках, иначе его не поймут. А всему этому ни в школе, ни в училище, ни даже в консерватории не учат». Эстетическая кредо Гладкова – это социальная острота, ирония, сатира, но он прежде всего лирик. У него бесспорно в музыке главенствуют мелодии. В его киномузыке есть особое, очень свойственное ему качество, которое критики однажды определили как ироническая лиричность. Юмор, любовь и ироничность – это и есть главные краски его музыкально-художественной палитры. Но вернемся к Карлсону. Начинаем нашу очередную передачу из жизни привидений. Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов. Итак, одна из композиций мультфильма, пожалуй, самая запоминающаяся, но написана она вовсе не Гладковым. Я о композиции, которая звучит во время битвы привидения с жуликами. Это запись Мервина Эдварда Гриффина. Мерв Гриффин – человек, которого стоит считать создателем лучших развлекательных шоу Америки. В 1965 году Гриффин запускает свою собственную телепередачу «Шоу Мерва Гриффина», куда ведущий приглашал артистов, поэтов, политиков и прочих известных людей. Такой формат шоу принес ему большую популярность за счет обсуждения остросоциальных тем. Это шоу существовало 20 лет. Параллельно с 1964 года начинается история его нового шоу. Через некоторое время его запретили на канале NBC, но оно получило продолжение под названием «Колесо фортуны».
которая, кстати, стала прототипом российской передачи «Поле чудес». Мёрф был разносторонним человеком и кроме создания шоу не забрасывал и свое увлечение музыкой. Для своих шоу он часто писал песни. Именно им была написана знаменитая композиция, которую мы слышим в мультфильме «Малыш и Карлсон». Так, для одного из своих телепроектов он однажды записал песню под названием «House of Horrors» – «Дом ужасов», в которой мы слышим отсылки к симфонической поэме «Пляска смерти» Камиля Сен-Санса. И траурному маршу Шопена. В начале композиции звучит текст. My name is Bella Boris. Welcome to my house of horror. Это имя, Белла Борис, содержит намек на Беллу Лугоше, венгерского и американского актера театра и кино, и Бориса Карлофа, более известного по ролям в фильмах 30-х и 50-х годов XX века. Они же являются известными исполнителями ролей Дракулы и Франкенштейна в те годы. Интересно и то, что все выкрики принадлежат самому Мёрфу Гриффину. Так, через 6 лет после создания песни, в 1968 году, Борис Фильчиков, звукооператор «Союзмультфильма», взял из записи «Дома ужасов» несколько кусков и вставил их в музыку мультфильма про Карлсона. Но этот инструментальный кусочек с демоническим хохотом не указан в титрах, как это часто практиковалось в советских киноработах того времени. И неизвестно, покупала ли советская киностудия права на эту необычную композицию. Возможно, что все произошло как обычно. Это бывало в советские годы. Я рассказывала об этом в предыдущем видео про музыку из «Ну, погоди». Думаю, что здесь было тоже что-то подобное. Эта веселая и немного пугающая тема исполнена эстрадным оркестром Чарли Грина. А потом и у них цап-царап. Ты видел что-нибудь подобное? По телевизору показывают жуликов. Ну, чем я хуже? Безобразие. Итак, дорогие друзья, просим каждого, кто знает что-нибудь о жизни привидений, сообщить в нашу редакцию. Наш телефон 223-222-322. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!